Приветствую, друзья, на канале Каска. Сегодня мы с вами посмотрим, как работает Lossy Scaling, а также как ее настроить на видеокартах Nvidia. В предыдущем ролике мы с вами посмотрели, как работает на красных, а теперь, собственно, посмотрим, как работают зеленые. Две причины, почему я записываю данный ролик. Во-первых, как я читал, мне писали, что на красных работает Lossy Scaling чуточку лучше, чем на зеленых. Сегодня как раз таки проверим. Во-вторых, все-таки RX 9070 XT не очень сильно подходит для генерации кадров. Ну, она и так тянет все на ура. А вот как раз таки RTX 3060 Ti, старушка, которая уже 2021 года. И вот на ней уже можно будет интересно так потестить и увидеть наглядный результат. Эй, братик, послушай, я тут проштудировал интернеты в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и многое других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Ребятки, которые впервые попали на данный видеоролик, во-первых, рекомендую посмотреть предыдущее видео по LS. Я все подробно рассказал за профили, настройки, Frame Generation, Scaling, Capture, рендеринг и так далее. Повторяться не будем, лишь напомню, что самое важное — это Capture IP, DXGI Stem для Windows 10, VGC для Windows 11. Здесь можем потрогать и найти баланс между низкой задержкой, насколько это возможно, и лучшим качеством. Но конкретно нас интересует сегодня это генерация кадров LCFG 3.0 и мод Adaptive, где в таргете мы сможем выставить желающие нам FPS-ики. Flow Scale ставим 75%, это для 2К мониторов, 50% для 4К. Для Full HD оставляем на сотке. Таргет пока не будем трогать, мы для начала зайдем в игру и после этого все уже настроим. Начнем мы, конечно же, с Kingdom Come Deliverance 2. Ва-ти-ти-ти. Вакудасай, макудасай, нихера себе FPS у нас. Кстати, эта видюшка на самом деле очень даже неплохо выдает и без генерации кадров. Если честно, я что-то запускал, уже и забыл, что 3060 Ti с DLSS-кой очень даже неплохо справляется. Но DLSS мы выключим, поставим DLAA. Что у нас по FPS будет? 60 FPS. Кстати, очень даже достойно, я вам скажу. И как раз таки сейчас нам нужно, чтобы у нас было в районе 60 FPS, как многие рекомендуют для плавности картинки, геймплея и так далее, чтобы не такая большая задержка, лучше иметь в запасе, точнее в идеале где-то, чтобы у нас было 70 FPS, потому что LS тоже кушает производительность. Плюс, я это в предыдущем ролике не говорил, но я думаю, это в принципе все знают, наверное. А ну-ка, поведение. Все, постой. Бесит эта собака в этой игре на самом-то деле. Желательно делать ограничения по FPS-икам. И самое лучшее ограничение, как вы знаете, это с помощью... Ты куда идешь? Это с помощью... Вам что, больше негде пообщаться? Это с помощью ревотюнера. Мы ищем баланс. Если у нас 60 минимальный FPS, 70 максимальный, ставим где-то 65, можно даже в принципе и поставить на 60. Вот так мы с вами и поступим. Ревотюнер. Далее, Frame Limit. Давайте просто залочим под 60. Пока так, начнем с этого. У нас 60 стабильных FPS-иков. Мы нажимаем, точнее сначала выставим таргет. Давайте под мой монитор поставим 165 FPS-иков. Ctrl-Alt-S. И у нас подрубается генерация кадров. Ну, кстати, действительно, что могу отметить? Во-первых, заметно больше задержка. Сейчас я задержку ощущаю, нежели от AMD-шки. Но картинка рывками не идет.
статеров нет, как вы можете наблюдать, все плавненько, потому что мы залочили с вами FPS. Можете обратить внимание на циферки, да, вот там, где у нас оверлей, то, что я говорил в предыдущем ролике, он очень будет сильно плавать. Лучше его выключать, когда играете самостоятельно. Окей, в принципе, неплохо. Мы можем попробовать повысить нативные наши FPS-ики. Кстати, да, кто вдруг не понял, тут объясняю, а вы смотрите и не понимаете, о чем вообще речь. Слева вверху у нас левый столбик. Это нативные наши FPS-ики. Справа то, что нам сейчас выдает LS. Не забывайте, что, естественно, если мы сейчас отключаем LS, у нас FPS-иков сколько? Так, мы залочили 60. Если мы уберем лог, у нас 75, ставим блок на 60 те же самые и включаем LS. LS, как видите, действительно кушает многовато. Можем поставить, допустим, 70, мало ли, что-то будет лучше. И вот ко мне на экран выводится 165 FPS. На YouTube вы этого не заметите, потому что там стоит ограничение под 60. Я лично это вижу разницу, действительно. По задержке стало меньше, это заметно. То есть нужно действительно повышать FPS-ики, как нативные, так и лочить тоже. Не 60, допустим, а 70. Тогда будет у нас вот. Вот сейчас вполне играбельно. То, что я делал предыдущий ролик на AMD-шке, там было, конечно, не так приятно играть из-за того, что я все-таки не лочил FPS. Сейчас все выглядит замечательно. Еще раз, задержка небольшая, статеров нет. Это можно понять по фреймтайму. И все, в принципе, отлично играется. Теперь давайте посмотрим, как это работает в других играх. Обязательно фреймрейт лимит ставим на 0, потому что в других играх будет у нас другие FPS-ики. Давайте с вами посмотрим, наверное, в Inzoi. Но там есть генерация кадров, поэтому насколько это будет актуально, я не знаю. Давайте как раз проверим. Мне как раз ребятки писали, что в зависимости от модели видеокарты почему-то разное масштабирование. То есть на Nvidia недоступно масштабирование FSR. По какой причине, непонятно. Так, наконец-то у нас прошла компиляция. Настройки, графика, супер разрешение DLSS. Да, FSR-ки у нас нет. И, собственно, генерации кадров тоже нет. И это, если честно, я считаю неправильно, что от AMD нет генерации кадров на видеокарте Nvidia. Ну ладно, здесь мы ничего не будем ставить, потому что, я думаю, будет проблема с производительностью. Давайте проверим. Кстати, если что, напоминаю, чтобы работала генерация кадров LS, нам обязательно нужно ставить в окне без рамки. Если игра у вас в полноэкранном разрешении, ничего работать не будет. Да, после Kingdom Come Deliverance 2, конечно, все это кажется очень-очень долгим занятием. Так, что такое? Подружание у нас как же тормозит? Да, тормозит, кстати, я вам скажу, очень-очень знатно. Я думаю, здесь не поможет даже LS. Нам нужно как минимум, наверное... Или это загрузка шейдеров сейчас идет? Ничего не понимаю, потому что очень высокая задержка. А, игра почему-то пишет, что она запущена, вот видите, будто бы полный экран. О, нет, сейчас включилась. Видите, нажимал Scale здесь, не работало. А когда с помощью горячих клавиш Ctrl-Alt-S, все заработало. Ну, короче, это так. А ну-ка, что у нас здесь? Ну, я вижу 60 FPS у себя на экране. Это точно. Единственное, что, походу, задержка очень большая. Можно поставить, допустим, на баланс, иначе мы офигеем с такой картинки. Но у нас все плывет. Почему? Потому что у нас почему-то в Inzoi такой низкий FPS. Скорее всего, нужно перезайти, мне кажется, шейдеры глюканули. А еще, ребятки, может вебка немножко подлагивать. Это все связано с рассинхроном FPS и так далее. Потому что я записываю через видеокарту все это. Играю через видюху, записываю через видюху. Поэтому могут быть проблемы. Здесь у нас есть FPS-ики. Уже радует это немножко. Потому что я же говорю, люди писали, я читал, они писали, что все вроде как нормально по оптимизации в данной игре. Ну-ка, покажи. FPS-иков у нас все равно мало, но это без, по-моему, DLSS. А, нет, DLSS стоит. Тогда окей, давайте поставим мы, наверное, ну какое там, низкое качество. Плюс выключим трассировку. Возможно, как раз таки какие-то параметры очень сильно кушают нашу производительность. Поэтому на всякий случай давайте подвырубим и посмотрим, что у нас здесь выйдет. Теперь у нас есть 60, 70 FPS, 75, вот уже другое дело, окей. Может все-таки сработает, если я поставлю оконный без рамки, только мы сделаем как? А, вот, работает все, отлично. Теперь у нас 80 FPS, мы берем, пишем здесь 165, далее здесь лочим, давайте где-то, наверное, на 70 тоже, и посмотрим, нажимаем Ctrl-Alt-S и получаем наши заветные 165 FPS. Сейчас я их чувствую, они ощущаются прям прилично. Фризы будут, потому что это уже в самой игре происходит.
тем не менее, если у вас низкий FPS, в принципе можно играть. Видите, не так сильно уже размыливает, как это было в предыдущие разы. Я считаю, если мы играем с генерацией кадров, допустим, в этой игре, то лучше всего поступить следующим образом. Поставить на высокое качество и где-то выключить DLSS, посмотреть, что у нас по FPS. По FPS у нас картинка, конечно, стала в разы лучше. И вот, допустим, представим, что у нас очень слабая система, как в данном случае, типа 30 FPS для игры в высоком качестве на 2К разрешения это мало, это очень мало. Мы лочим, допустим, 30-ку, получаем стабильные 30 FPS, при этом подрубаем, 165 это будет слишком много для апскейлера. Я предлагаю поставить где-то 70. Кстати, еще некоторые говорят, что если у вас герцовка монитора 60 Гц, ставьте где-то 55-58. Якобы игрушка будет играться чуточку лучше, будет более плавная картинка и меньше задержка. Допустим, лочим 70 FPS. Нажимаем Ctrl-Alt-S, и я хочу понять, мог бы, допустим, я играть вот таким вот образом. Задержка, для этой игры, в принципе, даже если была бы больше задержка, ничего страшного. Но она есть задержка, это ощущается. Но в этой игре, еще раз, это не страшно. Тем более, если играть чисто мышкой, что в этой игре не всегда удобно. Вот, у нас слышно, да, вот переключение. Вот у нас и задержка. Да, сама по себе Inzoi очень лагающая игра. Частично, конечно, это связано с записью, которую я веду, но тем не менее. Все-таки я думал, в Inzoi получше будет оптимизация. Ребятки писали, что на 3060 в 2К на ультрах с RT у них там что-то стабильные 60 FPS. И это без DLSS. Не знаю. Может так и есть, но что-то не сильно верится. С Inzoi мы разобрались. Играть можно, но, конечно, проблематично. Вообще в нее играть проблематично, потому что низкий FPS и нужно будет действительно искать настройки графики, чтобы картинка выглядела хорошо, потому что ставишь среднее качество и все идет по одному месту. Нужно повышать освещение, тени как минимум, потому что без них играть, конечно, такое себе удовольствие, увы. Но так оно и есть. Если в некоторых играх, допустим, как Assassin's Creed Shadows, либо Kingdom Come Deliverance 2, на низком качестве можно играть, и картинка выглядит очень даже достойно, то здесь нет. Это лично мое мнение. Поэтому и Lossless Scaling тоже не особо поможет. Давайте посмотрим Assassin's Creed Shadows. Это лично для меня более интересней. Давайте поставим сразу Fixed Multiplier X2. Что здесь по FPS-икам тоже я не знаю. Люди писали, что оптимизация вроде как не очень. Так, моя любимая компиляция шейдеров, как я ее обожаю. Только в одну игру я захожу с радостью. Это Kingdom Come Deliverance 2, потому что там нет компиляции шейдеров. Ты запустил, игра очень быстро загрузилась, пошел тестировать. Я вот что Nvidia тестировал, что AMD-шку, только в Kingdom Come Deliverance 2, потому что это делать очень удобно. Выкинула, быстро зашел, быстро вернулся, тестишь дальше. Там разгон, либо андервольтинг. В других играх, да, компиляция шейдеров происходит один раз, но тем не менее, что в Inzoi заходит куча всяких интро и так далее, что здесь тоже надо подождать, пока лаунчер прогрузится, пока в игру зайдет, пока здесь нажмешь. Короче, кучу времени занимает все это. А в тестах, как вы знаете, это не всегда удобно. Так, что мы здесь получаем? По сути, 30 FPS это у нас без масштабирования на максимальном пресете графики. Я вам скажу так, что после Inzoi теперь мне кажется, что даже здесь на максималычах, ладно, не всегда 30 FPS, конечно, нам в любом случае придется немножко понизить качество. Мы сделаем давайте следующим образом. Поставим вообще, где там, FSR доступен, nice. Так это еще Native AA был. Nvidia DLSS где-то на качество. Давайте так посмотрим, что у нас. В принципе, окей, 33. Кстати, как-то не сильно, но бустит наши FPS-ики. DLSS. Тогда мы ставим, допустим, пусть будет качество. Мы получаем стабильные, да, стабильные 30 FPS. Можем залочить, точнее обязательно лочим под 30-ку. И теперь нажимаем Ctrl-Alt-S. Да, кстати, вот сейчас я прям почувствовал. Настолько расслабление, если честно. Даже 53-52 FPS-ика дают о себе знать. Прям легче стало. Задержка, мне кажется, не сильно большая. Да, видно, как ее размыливают полностью всю деваху нашу. И как по углам все это мылится. Но играются, в принципе, я вам скажу, очень даже неплохо. Если нужно будет поиграть, я бы так навряд ли играл бы, конечно. Но если вы огромный фанат данной серии и поиграть
вообще без проблем. Тем более не забывайте, это у нас максимальное качество графики. Мы условно на слабенькой видеокарте можем наслаждаться в 2К разрешении, еще самое важное, не забывайте, максимальным качеством графики. Я, конечно, отключил трассировку здесь и это глобальное освещение, ну потому что с ним FPS будут, конечно, очень-очень-очень печальные. Естественно, чтобы не так сильно мылило. Допустим, мы это отключим. Давайте ради интереса поставим мы, допустим, пусть будет низко. Не, низко она сильно будет. Какое? Давайте высокое, чисто вот высокое качество поставим, кроме трассировки. Нам это не надо. Да, высокое качество. Применяем настройки, перезагружаем игру. И DLSS на пресете качества. Мы получаем уже 40 FPS. Нажимаем Ctrl-Alt-S. И наши 40 превращается в во сколько? 65, в общем 60 FPS. И я прошу вас обратить внимание на то, что теперь наша подружка не так сильно размыливается. Получается, что даже 10 FPS играют для программки LS огромную роль. Немножко где-то по углам подмыливают, но крайне редко. Это если резко повернуться, резко двинуться, что-то чуть-чуть есть. Далее, это у нас фиксированный мод, кстати, не забывайте. Мультиплеер. Троечку ставим. Здесь получаем у нас теперь 80. Ну да, уже заметно, как оно все сыплется. Мы же можем поставить на адаптив и, к примеру, залочить где-то 63. Точнее, на 62. И теперь у нас 62 FPS-ика. И все мы бегаем, прыгаем, получаем наши заветные кадры. В чем плюс, то, что я рассказывал, этого адаптив мода? Допустим, мы хотим, чтобы не так сильно картинка мылилась. Поставить на фиксированном моде, допустим, 55 FPS, это будет проблематично. Нужно будет настроить графику таким образом, чтобы у нас выходило примерно 20, где-то 7-28 FPS. Здесь же мы ставим 55 FPS на адаптивном моде и получаем наши 55 FPS. В принципе, на слабых системах это играбельный FPS. И не нужно писать комментарии, что вот, да что ж, это FPS это мало. Чуваки, я проходил Ведьмака 3 где-то, наверное, 3-4 раза. Сначала на 17 FPS, потом был, по-моему, что 22 FPS и что около 24-26. Поэтому, но 50 FPS это играбельный FPS. В принципе, все более чем нормально. И сейчас, как вы можете наблюдать, меня не выкидывают из игры. Но я, конечно, и ставил 165 FPS, но давайте посмотрим. Это будет, наверное, жестко, да? Кстати, я получаю, конечно, супер плавную картинку, но она очень-очень сильно... Вы видите, да, что происходит? Теперь давайте подытожим все это без баловства, без прикольдесов, как бы, допустим, я играл бы. Ну, во-первых, можно понизить разрешение экрана. Это даст нам еще лучшую производительность, тем самым более плавную картинку через lossless scaling. Что-то на уровне баланса. Предустановку где-то, низко, наверное, будет сильно печально. Хотя, если у нас 2К монитор, то низкая будет даже более чем. Давайте посмотрим. Так, лог наш убираем. Ну, по сути, да, вот у нас 55 FPS даже без LS. Но мы хотим поиграть в очень плавную игру. Мы так вот поставили. Можем в таком случае даже с баланса поставить на качество, чтобы у нас прям было все вообще чики-бомбони. Получаем 50 FPS. Картинка, я могу играть без проблем, но у многих, понимаете, глаза вытекают, когда видят ниже, чем 90 FPS. Можем залочить в идеале где-то на 45 для максимальной, так сказать, плавности. Но я поступлю вот таким вот образом. 50 FPS лочим и ставим на таргете. Пусть будет у нас 50, давайте 90. Это будет более чем. И посмотрим, что у нас получается. Картинка плавная. Я бы так, наверное... Задержка минимальная, практически не ощущается. Тем более, если играть на геймпаде, вообще не будет заметно. Но я бы даже сделал бы так. Наверное, поставил бы около 70. Около 70 у нас все получается даже еще лучше. Вот наши 50 FPS превратились в 70 FPS. Более чем играбельных. Ставить выше можно, но был бы смысл. Ну что я могу вам сказать, ребятки? Lossless Scaling на самом деле очень даже неплохая программка, если ей правильно пользоваться. А пользоваться ей не составляет труда. Зашли в игру, нащупали средний FPS, мы его залочили. Можно по-разному это сделать, но самый лучший способ через RivaTuner. Далее ставим Adaptive Mode и
к примеру, у нас 40 FPS в среднем, можем поставить 60, 70-80. Будет работать без нареканий, с минимальной задержкой, и плюс картинка не так будет сыплется. Если мы хотим лучшее качество картинки, тогда можем таргет понизить до 0. Тогда, по идее, будет у нас большая задержка, но лучшее качество картинки. Не так она будет сыплется. И, конечно же, ставим для Windows 11 VGC. И все, больше ничего не трогаем. Я считаю, это идеальная настройка. Лезть дальше, конечно, можно поковыряться там в Sync моде, еще где-то, еще что-то. Как мне писали некоторые ребятки, вот тут можно настроить, сделать то, купить отдельную затычку, еще что-то. Да, это классная штука. Но только как энтузиасту. Если вы просто пришли с работы, и вам нужны просто стабильные 60 FPS на условно среднебюджетной системе, этих настроек хватит с головой. Но самый лучший вариант, чтобы не лезть в эти дебри, не изучать, как оно все работает, я считаю, просто купить систему. Да, для этого нужно поработать, ну а как иначе? Купить себе нормальную систему и наслаждаться. А все остальное оставляйте для энтузиастов, кому действительно интересно поковыряться, посмотреть, что-то настроить и так далее. Для среднего потребителя, увы, но так это не работает. Им это не нужно. Поэтому еще раз, как это все работает, я вам рассказал. Нужно лезть в дебри, заходите на форумы, читаете. Что ж, я в предыдущем ролике рассказывал различные рекомендации, как что лучше поступить. Я залез, почитал, посмотрел и вам самую важную информацию выдал. За большие пальцы вверх, подписку на канал буду крайне благодарен. Плюс не забывайте за нашу телегу, ссылочки все в описании и, конечно же, мой бусти. Как говорится, до скорых встреч.